мой любимый чемодан с Дартом Вейдером. Знаете, он детский, но в него очень много что помещается. Вообще обожаю его, он клевый. Вот я приземлилась в аэропорту Нью-Йорка. Первое впечатление: здесь более грязно, мрачно и душно, чем в Лос-Анджелесе. Посмотрим, как будет дальше. Бегом из аэропорта сразу в такси. Едем в отель. На улице дождливо. Водитель сказал, что будет дождливо в ближайшие дни. Так что немножко это мрачит, наверное, впечатление о городе. Но главная цель поездки — это вовсе не посмотреть город. Overwatch League Grand Finals. Снимаю свой каждый шаг. Вот я и в отеле в Бруклине, Нью-Йорк. Пока здесь еще чистенько. На самом деле здесь и будет чистенько, просто я разложу свои вещи. Сейчас надо отдохнуть, а потом у нас будет встреча. Наверняка многим интересен мой вид из окна. Я живу на 23-м этаже, и вот что я вижу за окном. Там туман, скорее всего. Или это залив? Это залив, это не туман. Вот только прилетели, только доехали до отеля, и сразу же мы выбираемся идти на ужин. И здесь Димка Лазарев, мой старый друг по переписке. Нормально. And I'm a blogger. Вот и кафешка, в которую мы пришли. Боюсь, на телефоне не особо будет видно. Но здесь очень клево, уютно и атмосферно. Когда выходили из отеля, мне предложили два варианта. Это присоединиться к компании журналистов и присоединиться к компании блогеров. Но я присоединилась именно к компании журналистов, потому что здесь есть русские ребята, а среди блогеров никого нет. Да и вообще они не снимали все время, а тут одна я снимаю. Вот я уже и в номере, и что я вам хотела показать. Дом напротив просматривается прям просто идеально, посмотрите. И это жилой дом, то есть я вижу, там люди лежат вон на диване, как-то странно двигаются. Повыше там чья-то кухня. А нет, человек белье развешивает свое, что ли, или что он делает. Прям рай для тех, кто любит подглядывать. Не могу сказать, что я любительница подглядывать за кем-то, но это забавный. День начинается, ребят, как всегда, с кофе. Не успела на завтрак, везде опоздала. Уже сейчас вот мы должны выдвигаться в новую локацию. Честно говоря, не знаю, что там будет, но очень интересно. Увидимся. Идем сейчас как раз в Barclays Center. Со мной в компании один из старейших по опыту блогеров по Франции. Can I say hi? Bonjour. Bonjour. Кто-то снимает видеоблог, опытный блогер. Я всего лишь 3 года этим занимаюсь, а он уже 7. 7 лет, ребят, представляете? Donc là, on va pouvoir les interviewer, donc ça va être très intéressant. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de rentrer à l'intérieur. Вот мы уже внутри центра, и сразу на входе нас встречают подарочки Overwatch League Grand Finals Нью-Йорк 2018. Что там, что там? А, нельзя пока показывать, наверное, или можно? Или нельзя? Hey, guys! Yay! Вот мы и на входе, смотрите, здесь такая стена, на фоне которой будут фотографироваться звезды Overwatch. И вот уже первая звезда в розовом платье, невероятно привлекательная девушка, позирует во всей своей красе. Еда. Еда – это первое, что я вижу. Замечательно, потому что я как раз-таки не успела позавтракать, и сейчас можно будет чем-то перекусить. So you're Hanzo today? I am Hanzo every day. What he says, like, Ryuga wa Tokyo Kuro? Ryuga wa Tokyo Kuro. Yeah. Thank you. All right, so earlier we got the chance to catch up with some of the players for the Philadelphia Fusion, and number 5 seed knocking out the New York. Здесь очень много корейцев, очень много. Привет.
Я чуть ли не единственная сегодня, кто проснулся в 9 утра, ничего не успел ни на завтрак, потому что ребята из-за джетлага подскакивали. Во сколько ты говоришь, 4:30? Я встал в 3:30, Ага. и в 4 я сел записывать вопросы для всех остальных ребят. Завтрак я пропустил, поел только здесь. Настоящий журналист, Вот. посмотрите, а. Ну, вот француз, с которым мы шли сюда, он говорит, что он проснулся в 3 и пошел гулять. Да, с французом Снимать. лучше я. Что еще делать стоит? Понятно, с французом лишь бы снимать. Тоже мне артхаус приехал. Рассказываю ребятам про этого мальчика, который уже 7 лет снимает видео. Они подумали, что он 7 лет снимает видео по Overwatch сначала. Тут возник вопрос, а когда же появился Overwatch, когда впервые у него возможность была поиграть? Официально вышел 27 мая 2016 года. Выучил, да-да-да. Все здесь, все здесь. Vibrations and stuff like that. Yeah, but, I mean, it's kind of loud there. Yeah. Also, like, you could hear still a little bit. If, like, 1,000 people are, like, shouting. Just from Russia as well, Yeah, from Moscow. that's why I came here. Okay. You can speak in Russian. Try to speak Russian also. What can you say? No, No, just try. And what do you want me to say? Like, hello, my name is, what I'm doing here. Привет, меня зовут Саша, Алекс. Я в Нью-Йорке. I don't know this in. I always have to think about But what I'm it's good, saying. it's good. It's fine. Yeah. Итак, у нас здесь единственный русский из двух команд. Как вообще до такой жизни докатился? Повезло. Повезло. Много играешь? Ну, прилично, да, тренировки. Получается, это было 3 года назад, Ага. в 2015-м, я думаю. 3 года ты посвящаешь свою жизнь Overwatch. Да. А с какого персонажа начинал играть? Какой тебе персонаж сразу приглянулся? Генди? Ну, до этого я играл в Team Fortress 2, я играл на projectile героев, то есть ракеты там и так далее. И я в основном начал играть на Фаре, Генджи, то есть на таких же героев. Мне очень было удобно адаптироваться. Да, и сейчас ты считаешься одним из лучших игроков в мире на Генджи, да, если я не ошибаюсь. Ты каждый день играешь? Не каждый день удается поиграть. Но вообще, как бы тренировки, ну, подразумевают, что ты будешь тренироваться, по сути, каждый день. То есть, ну, не обязательно играть там по 6 часов, то есть хотя бы пару часов просто побегать, Ну да. держать форму. Глаза не болят от игр? Такая вещь есть, что, ну, по своему опыту я могу сказать, что ты к игре привыкаешь глазами. То есть ты можешь, если ты привык к игре глазами, то ты можешь сидеть и 24 часа без перерыва. То есть тебе это никак даже не повредит глаза. То есть есть такая вещь, как вот привыкание глаз, и, например, если ты начинаешь играть в какую-то другую игру, у тебя могут болеть глаза, ты будешь сильно уставать Да. и так далее. Но если ты привыкаешь конкретно вот к графике определенной игры, то это не так сильно сказывается на глазах. А руки не болят? Пальцы там. У меня у друзей болят руки, например. Ну да, то есть я слышал, там бывает у некоторых людей травмы даже. Травмы? Да, то есть в команде была ситуация, когда, я не знаю, честно говоря, как это называется, но там что-то связанное с мышцами на руке, то есть когда она в напряжении долгое время, то есть ты можешь получить травму. Блин, пипец какой. Как твои родители изначально относились к твоему увлечению, к тому, что ты играешь, что они думали по этому поводу? Сначала они относились нейтрально, то есть они мне позволяли, у меня не было таких проблем, что я как-то вел себя как ребенок или чем-то занимался, то есть они адекватно понимали, что у меня там что-то получается, а что-то не получается. И в какой-то момент, когда у меня уже были предложения вступить в какие-то профессиональные команды, они уже меня только поддерживали. Окей, мы сейчас находимся в другом помещении. Здесь сидят игроки Overwatch лиги, их 11 человек. С ними со всеми можно поговорить, у всех можно взять интервью. Но я подумала, что хватит интервью с нашим русским игроком, с Shadowburn. Достаточно будет этого. И думаю, что много интервью можно будет найти в интернете. So you're gonna do interviews? I already did 3. Окей, вы можете потом у него посмотреть на канале эти интервью. Я в описании поставлю ссылку на его канал. То есть, когда определяется заказом, Форест бегает.
Когда потерялись, форус должен остановиться. Это для официантов, да? Да, Ага. все так. То есть у нас, получается, здесь все официанты — это такие форусты. Вечно бегущие. Лес, которым управляют. Таймс-сквер изнутри. Посмотрите, сколько много народу. То есть ты идешь реально в толпе. И, как мне сказали, здесь такое постоянно. То есть все время столько много народу. Сегодняшний день, ребят, подходит к завершению. Мы посетили пресс-день, были интервью с ребятами и прогуляли по очень красивой набережной. Вот, дальше что-то будет вечером, может быть, подсниму, а может быть и нет. В любом случае, stay tuned. Эй, ребята, доброе утро. Сегодня первый день финалов. И я только проснулась, а вот и нет. И я уже готова выходить на встречу с блогерами, которые тоже приехали из разных стран. Мы пойдем гулять куда-то. Пока что еще не знаю куда, посмотрим, очень интересно, а потом на финал уже. Кстати, вчера обещала вам сделать распаковку пакета с подарками, забыла это сделать вечером, поэтому покажу вам сейчас. Там была такая вот большая кружка, стакан такой с трубочкой, тоже пластиковой. И футболка, которую я вчера уже надела сразу. Такая вот футболочка, симпатичная, кстати, здесь вот на спине около шеи, такое вот лого. Прикольно. Вот и все, мы уже вышли все вместе из отеля, чтобы направиться к Barclays Center. Наша компания блогеров из разных стран. So, where are you from? I'm from France. From France, and you? Germania. Nice. Where are you from? I'm from Poland. Hello. Poland. Hello, where are you from? Do I even need to answer this question? Where are you from? France. France, and you? Italy. Italy. И ребята у нас есть из всех стран. И я среди них, это большая честь для меня присутствовать на этом мероприятии как представитель из России. Увидим, что будет на финале. Я, наверное, буду все-таки болеть за Филадельфию, потому что там наш русский парень. Это важно. Посмотрите, сколько народу! Боже мой, мне немножко даже страшно, немножко не по себе. Посмотрите, сколько их здесь! Боже! It's time to sing Despacito. Oof, this is too embarrassing. Despacito. I don't even know the lyrics. When I'm singing, it's like Despacito, bala 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 la la. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. French class as well.
open space. And we don't get to have big games on window. London wants to push a long time until season 2 Puckett. That guy down there in the bottom middle of your screen for Dojan. He has been one of my favorite players. Your inaugural Overwatch League champion, the London Spitfires! That was unbelievable. I have to say that I've done my time in California, but I spent 11 years in New York City building esports, and I have loved every moment of it. This is the I told you. 5 points is the cup that you can steal from London. I kill you. Like yesterday. I don't want to talk about. I don't want to talk about this. Like yesterday. You've been supporting London. Yeah. Are you happy? You're the happy one. Yeah, she's the third one. Anyway, congrats. Ну все, у нас завершилось мероприятие. Теперь мы отправляемся в некий ресторан. Мы спускаемся в легендарное, ужасное нью-йоркское метро. По крайней мере, так мне рассказывали про него. Сейчас проверим, как на самом деле. Войти было непросто, но мы смогли. Это абсолютно нормальное, обычное метро. Я не знаю, откуда вообще берутся такие предрассудки. Если вы сравните с московским метро, то да, конечно, любое практически метро в мире будет отсасывать. Но здесь абсолютно нормально. Я считаю, что, кстати, даже в Париже хуже. Я не вижу никаких крыс, бегающих по рельсам. Это абсолютно нормальное метро. Все, ребят, как это не грустно, из отеля пора выселяться. Уже свои сумочки я собрала. И скоро я буду. Относительно скоро. Камон, какой скоро? Через 9 часов только полета. А еще надо до аэропорта добраться. Надеюсь, все пройдет хорошо. Зашли покушать перед отъездом. Ребята тоже вместе со мной улетают примерно в одно время, поэтому у нас один шаттл, скорее всего, будет, который нас поведет в аэропорт. I'm in the shot.